Мы находимся в Музее техники Вадима Задорожного, где собрана уникальная коллекция немецкой военной техники времен Второй мировой войны. Здесь стоят те самые машины, которые когда-то шли на Москву, Ленинград и Сталинград. Легкие «Панцирь-2» и «38Т», средние «Панцирь-3», грозные штурмовые орудия штук 3 и штук 4 – все это можно увидеть вживую и очень близко. Многие из этих экспонатов – настоящие уникумы, восстановленные по кусочкам из обломков, поднятых с мест боев. Давайте посмотрим, как выглядел противник, с которым наши деды встретились в самой страшной войне в истории. Перед вами один из самых редких и интересных экспонатов музея. Это немецкий легкий танк «Панцирь-2». К началу войны это была самая массовая машина вермахта, почти 40% всего танкового парка. Он маленький, быстрый, с 20-миллиметровой пушкой и тонкой броней. Он должен был стать лишь учебным, но вместо этого пошел в Польшу, во Францию, в Балканы, а также в первые месяцы войны на Восточный фронт. А теперь самое интересное. Этот конкретный танк настоящий, собранный из пепла. Мастера музея подняли и соединили фрагменты нескольких различных машин, найденных в местах боев под Москвой. Подбашенная коробка, надмоторная плита точно принадлежат танку 2-й танковой дивизии вермахта. Именно такие машины воевали в Польше в 1939 году, а потом дошли до Подмосковья и участвовали в боях осени 1941 года, в том числе и в районе знаменитого разъезда Дубосекова. В музее его полностью восстановили, собрали корпус, башню, ходовую часть, воссоздали недостающие элементы. Получился уникальный экземпляр, один из очень немногих «Панцирь-2» в мире, который можно увидеть в таком виде в частной коллекции. А посмотрите, как аккуратно выполнена реставрация. Каждая деталь, каждый сварной шов рассказывают историю. Это не просто копия, это настоящая машина войны, которую буквально по кусочкам вернули к жизни российские реставраторы. Ну и также никогда не подписывайтесь на мой Бусти, так как вас может шокировать контент, который я там выкладываю. Ладно, продолжаем. А это один из самых ярких и необычных экспонатов музея. Это чешский легкий танк «Панцирь-38Т», который немцы сделали своей рабочей лошадкой в самом начале войны. Созданный еще до оккупации Чехословакии на заводе ЧКД, он оказался настолько удачным, что вермахт принял его на вооружение и выпустил около 1400 машин. И именно эти танки активно воевали в Польше, Франции и на Балканах, а также в первые месяцы войны в операции «Барбаросса». И многие из них дошли до Подмосковья. Этот экземпляр, что стоит перед вами, это настоящий результат кропотливой музейной реставрации. Мастера Вадима Задорожного собрали его буквально по частям из нескольких разных машин, найденных на местах боев. Корпус от одной, элементы башни от другой, а детали ходовой части от третьей. Фронтальная броня башни, например, состоит из фрагментов разных модификаций. Одна сторона толще, другая тоньше, с характерными следами боевого прошлого. И несмотря на такое лоскутное одеяло, танк получился удивительно целостным и даже находится в ходовом состоянии. И это одна из немногих сохранившихся 38Т в мире, которую удалось вернуть к жизни с такой тщательностью и в частной коллекции. Один из самых значимых экспонатов немецкой коллекции музея – это средний танк «Панцирь-3М». К 1942 году это была основная боевая машина вермахта. 50-миллиметровая длинноствольная пушка, усиленная броня, улучшенная ходовая – это именно такие «Панцирь-3» составляли костяк немецких танковых дивизий на Восточном фронте. Они воевали под Сталинградом, на Кавказе и под Ленинградом. А этот экземпляр, что вы видите перед собой, это настоящий музейный подвиг. Мастера Вадима Задорожного восстановили его в собственной мастерской буквально из фрагментов нескольких танков. Большая часть деталей, включая ключевые элементы корпуса и башни, были найдены в районе Ленинграда, а некоторые из них принадлежали танку из состава знаменитого 502-го тяжелого танкового батальона. Реставраторы тщательно собрали танк таким, каким он был в середине 1942 года, без поздних экранов и с характерными деталями модификации М. Многие недостающие части были изготовлены заново по оригинальным чертежам, но основа осталась подлинной, с настоящими следами войны. Ну а теперь перед вами один из самых редких машин в мире. Это командирский танк «Панцирь-3Е». В отличие от обычных «Панцирь-3», здесь вместо настоящей пушки стоит деревянный макет. Внутри вместо заряжающего и наводчика дополнительные радисты с мощными радиостанциями. На корме башни большая рамочная антенна. Именно такие танки были мозгом немецких танковых дивизий в период с 1939 по 1941 год.
Этот конкретный экземпляр – настоящий уникум, даже среди командирских трешек. Он был поднят в Тверской области, и сегодня в музее собрано около 85% оригинальных деталей. Ходовая часть и многие элементы восстановлены по заводским чертежам, чтобы машина выглядела именно так, как и в начале войны. Ну и посмотрите на характерную рамочную антенну и макет орудия. Это классический облик раннего командирского танка вермахта. Такие машины сохранились в очень малом количестве, и в частных коллекциях этот экземпляр, наверное, один из самых лучших. Ну а перед вами один из самых ранних и редких экспонатов музея. Это штурмовое орудие штук 3Е. Эта модификация появилась осенью 1941 года и стала важным шагом в развитии немецких штурмовых орудий. Именно такие машины активно использовались на Восточном фронте в конце 1941 и 1942 года под Москвой в боях за Ржев и на южном направлении. Штук 3 отлично поддерживали пехоту, уничтожали огневые точки и часто оставались главной ударной силой, когда обычные танки уже не справлялись. Этот конкретный экземпляр – настоящий уникум. Ну а такие ранние модификации Е сохранились всего в нескольких штуках в мире. Ну а в частных коллекциях это один из лучших. Также обратите внимание на низкий силуэт, отсутствие вращающейся башни и характерную форму рубки. Именно благодаря ей, такой компактности и мощной броне, эти самоходки были трудной целью для советской артиллерии и танкистов. Они наносили тяжелые потери нашим войскам в самые тяжелые месяцы войны. Ну а перед вами самый массовый и самый знаменитый вариант штурмового орудия вермахта штук 3 модификации Г. Эта модификация появилась в конце 1942 года и стала настоящей рабочей лошадкой немецкой армии до самого конца войны. Улучшенная 75-мм длинноствольная пушка штук 40 Л-48, также усиленная лобовая броня до 80 мм и командирская башенка с пулеметом и более широкими гусеницами. И уже к 1944 году штук 3 модификации Г уже составляли большую половину всей немецкой самоходной артиллерии. Эти машины воевали везде, под Курском, в боях за Киев и Львов, в Прибалтике, в Венгрии и в самой Германии. Они были дешевле и проще в производстве, чем танки, и при этом отлично уничтожали советские танки Т-34 ИСы с дистанции. Многие немецкие асы и истребители танков были именно на штук 3 и набирали свои рекордные счета. И перед вами поздний и очень характерный вариант самого массового штурмового орудия вермахта штук 3 модификации Г с бортовыми экранами. И уже к 1943-1944 годам немцы стали активно устанавливать на штук дополнительные стальные экраны. Они защищали борта и ходовую часть от кумулятивных снарядов советских противотанковых ружей и гранат, а также от магнитных мин. С этими экранами самоходка получила характерный бронированный ящик и стала еще сложнее для поражения. Именно такие штук 3 модификации Г с полными бортовыми экранами активно воевали в конце войны. В белорусской операции, в Прибалтике, в Венгрии и также на территории самой Германии. Они оставались грозным противником до последних дней войны, часто выполняя роль и штурмового орудия, и истребителя танков одновременно. Ну а этот конкретный экземпляр в музее один из наиболее полных и аутентичных поздних штук 3 с бортовыми экранами. Ну а теперь перед вами довольно редкий гость в музейных коллекциях. Это штурмовое орудие штук 4. И в отличие от знаменитого штук 3, которое строилось на базе Панцирь-3, штук 4 создавали на шасси Панцирь-4. И это произошло в 1943 году, когда заводы Крупп начали выпускать самоходки после того, как производство штук 3 не успевало покрывать огромные потери на Восточном фронте. Машина получила длинноствольную 75-мм пушку, усиленную лобовую броню и более просторное боевое отделение. Штук 4 активно применялись с лета 1943 года до конца войны. Под Курском, в обороне на Украине, в Прибалтике, в Польше и в самой Германии. И благодаря хорошей проходимости и мощному орудию они эффективно поддерживали пехоту и боролись с советскими танками, часто заменяя полноценные Панцирь-4. Ну а этот экземпляр в музее техники Вадима Задорожного один из немногих сохранившихся штук 4 в мире. Машина собрана из оригинальных деталей, найденных на полях сражений, и она восстановлена в характерном позднем виде конца войны. Штук 4 – это редкий интересный экспонат коллекции, показывающий, как немцы пытались компенсировать нехватку техники в последний период. Так что немецкая военная техника Второй мировой войны в музее техники Вадима Задорожного от Панцирь-2 до поздних штук – это каждый экземпляр, который рассказывает свою часть истории. А вам большое спасибо за просмотр. Если вы хотите увидеть все своими глазами, то добро пожаловать в музей. До новых встреч. Пока-пока.